Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшая распаковочка от опасной бритвы РФ. Давайте посмотрим, что же у нас пришло от этого магазина. Вот такая красота, парни. Во-первых, конечно, лосьон после бритья от компании Челла. Красненький. Красненького у нас еще не было, зеленый у нас есть. Вот за одним посмотрим, какая эта красота работает и пахнет. Хотя, что смотреть, что пробовать, Челла всем известно, но все равно посмотрим и попробуем. Ну и мыло Via Barberia Free Fruity Shaving Soap. Ну блин, ну прям, ну вот умеют, конечно, итальянцы упаковать. Вот как это, чтобы не порушить. Так, Continual Coming Soon. То есть давайте потом это все сделаем. Вот прямо непосредственно, когда эта вся красота будет принимать участие в бритье. Ну и на закусочку, чтобы мало не показалось, опасная бритва РФ прислала нам еще лезвие из Германии Zollingen Resolution. Очень интересно будет попробовать. Все, на этом все. Пошли дальше. Как и положено седой старине, частенько она бывает вот такого вот старого вида коробочках. Так и это, старого вида коробочки. Ну тут без комментариев, ребят. Тут сразу же видно, что коробочка старая, причем родная. Уберем пока ее в сторону. Приятно. Все знаем сказку про Кощея, что в одном ларце там достаешь что-то еще. Вот так и у нас. Достаешь, а тут еще шкатулочка. Посмотрите, какая. Шкатулочка родная. Здесь даже с надписью Германия. Видите? Не видите? Я вам сейчас покрупнее сделаю. Открываем. Нажимается кнопочкой. Посмотрите. Бархат. Кейсы металлические. Не знаю, нержавейка, но металлические для запасных лезвий. Вот сюда все это можно было и складывать. Ну и сам мало кому известный, но вообще-то знаменитый дедушка нынешнего Меркура 34. Компания Hofritz, которая производила такие замечательные изделия, была известна в прошлом столетии. Она делала не только бритвы, вернее бритвы она делала так себе. В основном она занималась тем, что выпускала кухонные принадлежности, в том числе и ножи и прочее. Среди прочих были еще и вот такие замечательные бритвы. Размеры этого дедушки. Получается, по весу у нас 73. Вот давайте, знаете что? Я вам сейчас вот на этом поле выведу размеры и самого Hofritz, и HD34, то есть его внучка. Вот это вот дедушка, вот это вот внучок. И вот сейчас как-нибудь вот так вот на 6 сек я вам вот тут вот размеры и покажу. Ну, чтобы вы могли так сравнить на скоряк. Как вы заметили, конечно же, изменения есть, хоть и небольшие, но все же есть. Это двухсоставной станок. В конце у него бубышка диаметром 14 мм, 14,2, и вытаскиваем верхнюю плиту, она же вторая часть. Посмотрите, как она сделана. Это замак или силумин или что-то такое, ну, короче, литье. Ну и потом, конечно же, покрыто немецким хромом. Тогда еще качественным. Сейчас время от времени бывают сбои, редко, ребята, но все же бывают. Ну, кто-то скажет: а, Иванов там старый совсем, вот был замак, хром в прошлое время. Но, ребят, ну, на самом деле, раньше хром как-то он был, вот, ни от одного человека уже слышал, что был получше. Сейчас уже маленечко не то. Ну и вторая часть. Я вам сейчас дам его разглядеть, а потом мы с вами просто возьмем его и сравним. Нижняя плита, посмотрите, изнутри. Ручечка, как она была сделана, крутилка. Ну и вот та самая надпись, которая позволит вам идентифицировать, что это, собственно, Hofritz и есть. Вот она, видите? Hofritz NI Germany. Ну, а теперь давайте посмотрим, как они будут выглядеть вместе. Ну, давайте, наверное, начнем с крышек.
Это Merkur HD 34. Благодаря опасной бритве РФ у нас теперь есть такой станок. И вот как он выглядел раньше. И теперь посмотрите. И основная тушка. Ну, это, конечно, слант, это HD34, тут не сравнить, но тем не менее основные компоненты понимаете, да? То есть их нельзя сравнивать, просто это ближайшие родственники. По-хорошему тут можно было бы, конечно, показать и Merkur 34, но у него и ручка, 37, но у него и ручка другая, прочее, прочее. Это я специально показываю, чтобы вы могли воочию сравнить, что было, что стало. Если судить по ручке, то внешняя ее конфигурация, конечно же, изменилась мало, разве что в длину она стала больше. Насечка, да, насечка изменилась на тушке вот на этой, как по мне, в худшую сторону. Здесь она стала на современных менее выразительной и носит чисто такой, ну, антуражный, наверное, все-таки фактор. Посмотрите, на взгляд зацепишься, рукой уже меньше. А здесь, да, здесь тактильности-то побольше было. Ну и, конечно, взглядом тоже цеплялась. Ну и надписи, естественно, поменялись. Здесь у нас уже написано, что Merkur, да, Merkur Germany, Solingen. Ну а было Hofritz NI, Solingen. Вот так вот история потихонечку меняется, меняется, меняется. Что было, что стало. Ну а чем сердце успокоится? Ну, давайте побреемся и узнаем. Я тут в Костиных запасов, Костя с Ганзы, если кто не понял. Вот с последнего посылочки поковырялся и увидел персона белая, комфорт, USA. Ну, вообще, все ребята хором всегда говорили и продолжают говорить, что американская персона, она не уступает по остроте израильской, но она более деликатная, что ли, такая более мягонькая. Но здесь прям слово комфорт, ну, сами понимаете. Поэтому вот эту вот белую и возьмем, и персону комфорт из Америки и поставим. Давайте посмотрим, как она выглядит без одежды. Сейчас ее быстренько разденем. Так, персона. Супер, что ли? Или вот вверху чего? Я не вижу. Вы видите, что там написано? Ну, а здесь персона Made in USA. Ну да, супер, все правильно. А почему он написал комфорт? Ну ладно, супер так супер, я что, не против. Будем все равно этой бриться. Так, вставляем. Диаметр шпеньков, как и центрального винта, я думаю, не изменился. Так что с позиционированием, что у дедушки, что у внучка, должно быть все великолепно. Ну, давайте посмотрим. Так, ну, во-первых, что у нас сверху. Лезвие стоит ровненько. Ну и вы бы мне не простили, если бы я рядышком хотя бы на секунду не поставил бы современный слант. Те, которым мы сейчас бреемся. Обратили внимание? Ну вот этой красотой, дедушкой современных слантов и современного HD34 мы и будем сегодня бриться. А поможет нам не седая старина, но я тоже так подзатянул со всем этим. Вот это вот мыло, посмотрите, как оно упаковано. Пришло так, что в перчатках-то. Пришло больше года назад, и давно уже мне нужно было его показать. Это мыло от нашей Инночки
которая у нас как, знаете, вот волнолом. Вот она стоит, волны бесятся там и вверх, и вниз, и шторм, и штиль, и по-всякому бывает, но они все время разбиваются об этот волнолом, потому что Инна как делала мыло, так и продолжает делать. Как работала, так работать и продолжает, несмотря на то, что кому-то ее мыло нравится, кому-то не нравится. Многие те люди, из которых я знаю, считают ее мыло честным продуктом. То есть здесь без волшебника Сулеймана, все по-честному, без обмана. И вот за те деньги, что она просит, это шикарный вариант. Возможно, он не настолько там какой-то фееричный, как у забугорных артизанов, но он всегда отрабатывает на 5 с плюсом. И те редкие, очень редкие, чрезвычайно редкие залипухи, которые у нее случаются, у нее очень хороший фидбэк. То есть она это видит, она это знает. И практически сразу, если вдруг что-то не так, исправляет. Насколько я знаю, последний год-полтора у Инны косяков вообще никаких не было. То есть у нее все нормально, все хорошо. Что касается этого крем-мыла, вот, ребята, пожалуйста, читайте, из чего оно состоит. Все, кому интересно. Но меня особенно, конечно, впечатлило не только состав, но и то, что она подумала. Вот о такой простой вещи. Индийский сандал. Ребята, какой же он должен быть фееричный. Ну вот это мы сейчас в бритье-то и проверим. Ну и, кстати, да, мыло производства 20 числа, крем-мыло 2018 года. К примеру, ну что, уже 2 года прошло. Но вот сейчас этим мы будем бриться. Я уверен, не подведет. А лосьоном сегодня будет наш французский товарищ от известной компании Osmo, который ведет свое летоисчисление 1957 года. За это время она приобрела достаточно серьезный опыт, и многие вещи, которые она делает, они достаточно хороши. Плюс компания Osmo позиционируется как, ну, не то чтобы, знаете, как середняк, а чуть даже выше середняка, но если судить по тому ценнику, который она просит за свои продукты. Вот, к примеру, 50 мл вот этого лосьона у них там в буржуине стоит 15 евро. Ну, за 50 мл 15 евро, ну, вы понимаете, да? То есть выше среднего. Ну, вот сегодня вот этой традиционной штукой и заполируемся. Ну и тот камешек от Home Like, который я в каждом обзоре вытаскиваю, но так-то сильно вам его не показываю. Ну, вот посмотрите, он поставляется вот в таком кейсе. И как он выглядит? А выглядит он вот так. Для примера. Вот этот камешек я приобрел на Али, наверное, где-то, блин, ну на пару-тройку лет пораньше-то будет. И тот плавленый. Этот, смотрите, такой маленечко уже так прозрачненький, а этот матовый. Этот, вот смотрите, уже тут маленечко покушенный. Но, честно сказать, я вначале, когда вот эту фигню увидел, я здесь переживался, думал, все, пипец моему камню. Нет, никакой не пипец. Если не ронять, не кидать, не стукать от него ничем, то вот так вот он и продолжает работать. Но единственное, что после работы, конечно, воду с него вытряхнуть, да и все. На этом пока ни звука, ни пука, даже намека никакого нет, и никуда еще ничего не идет. Но те люди, которые не хотят заморачиваться и брать такой продукт за нормальные деньги, могут пойти в любой магазин, который у нас торгует парфюмом. Меня часто спрашивали: Викторович, а вот что там, вот вам минеральный дезодорант, 260 рублей, 260-300 в наших весях можно его приобрести. Но сюда какой-то фигни постоянно добавляется, о чем говорит вот этот вот цвет и запах. Надо ли вам это? Ну, смотрите сами. Как по мне, вот такие вещи лучше. Это все я специально собрал, потому что совсем скоро я хочу запилить видос, потому что сценарий уже готов. Сценарий написал Дмитрий Платахин, хороший подписчик, да уже и товарищ, который проживает в городе Герой Новосибирске. Вот скоро вот из всех этих штук мы с вами создадим очень такую интересную штуку. Но об этом потом, это я так превью. Все, пошли бриться. Помазочек же я вам забыл показать, и оперный театр. Он в уголок тут закатился, такой скромный, незаметный, и что-то я про него и забыл. Ребята, вы его уже видели. Это огонь, это машина, это линейка, трехлинейка Мосина, которая безотказная, которая функционирует на раз-два. Что он из себя представляет? Это Simpson Trafalgar, синтетика 24 мм, общая высота 94, несмотря на то, что у Константина на сайте указано меньше, но все-таки здесь 94, я сам мерил. Высота ручки 46, высота узла 48, здесь, ребята, 24, который в реале распушается до 26. Вес 65 грамм. Ручка английская классика,
Ну, Симпсон трудно от них ждать что-то другого, потому что англичане, они и есть англичане. Они такие же консервативные, как и немцы. Наверное, даже более консервативные, чем немцы. Вот такой красотой сегодня будем работать. И еще раз, Косте, огромное спасибо вот за такую штуку. Кому надо, Косте, там у него все это есть. Все, теперь точно пошли бриться. У меня тут целая неделька образовалась для бритья. Но вот сегодня по расписанию, по-моему, должна быть белая. Вот белую сейчас и используем. Понятия не имею, делается ли с крем-мыла пришейф или нет. Ну давайте попробуем хотя бы. Так, открываем. Ну, чуть-чуть тут мыло. Эти. Ну что, нормальная юшка, да? Охренеть. Ну, запах, конечно, интересный. Сандальчик тут проскакивает хорошо. Так, теперь ступор, потому что у нас же крем-мыло. Так, помазочек будем просто мочить. Замачивать специально будем, синтетика, да? И что тут набирать-то? Вот оно все и набрано. Тут, по идее, это уже бери, да иди на лицо. Поэтому не будем выделываться, наверное, пошли сразу компресс делать. Вот так вот. Вот так. Компресс. Хорошо. Я не знаю, заметили вы, не заметили, что качество видео стало несколько иным. Я решил вернуться к истокам. То есть, вот как начинал первое видео делать с этой Sony Alpha 77, вот так вот сейчас решил на нее вернуться. Как по мне, так все-таки разница небольшая есть, да? Ну, на улице дождик пошел. Маловато. Возьму-ка я еще, наверное, этого крем-мыла. Вот так. Ну, смотрите, за 2 года, что оно короебочки пролежало, каких-то особых таких изменений в худшую сторону я пока не наблюдаю. Но а раз она у нас сегодня работает аки крем-мыло, ну вот пускай таким и остается. Так, обязательно, все непременно. Я теперь без этого камешка стараюсь не работать и стараюсь себя приучить к нему на регулярной основе. С Богом! В натуре бархатный котенок. Можно было даже лезвие и поагрессивнее ставить. Вот то, о чем я говорил, вот техника специальная для слантов, как-то вот, насколько я понимаю, вот не так, а так вот, опа, косорезом косить. И тогда там, будет счастье. Ну, блин, я вот что-то как-то никак пока.
Один есть. Так, чувствую здесь вот легкие покраснения. Вроде не давил. Ну, сейчас разберемся. В креме очень хорошо чувствуется сандал. Но и та база, которую Инна сюда заложила, она также ощущается. Я ее ощущаю как некий синтетический привкус в запахе. То есть вот что-то такое есть. Ну, мне никак вообще. Ну, то есть ни хорошо, ни плохо. Понимаете, для меня это загадка, но крем у Инны настолько скользкий, что камень не спасает. Ну, тут столько его вообще. Вот, наверное, все-таки этот крем было бы интересно посоветовать тем людям, которые бреются опасками. Видите, его нет совсем, да? Все опало. Но это ложное. Тут столько всего, просто пипец. Надо будет с опасочкой как-нибудь его обязательно попробовать. Ну и второй проход. Ой, третий. Но у меня сейчас забито все этим кремом. На отдельный проход я бы, наверное, все-таки не рискнул. Но вот все то, что вот есть, я, наверное, сейчас просто на лицо и запущу. Уже не вижу особой какой-то необходимости, потому что ну, реально не помогает. Ты хоть что делай, а пальцы все равно скользят. Я вот сейчас чую, раздражение тут схватил. Ух, ужас. Да и не только там.
Так, не буду, ребята, добивать. Потому что я чую, что если я сейчас начну это делать, делаю еще хуже. То, что тут неправильно подобранная пара, это уже как бы для меня очевидно. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Компресс и автошейв. Я не знаю, увидите, не увидите. То есть, ну... Вот я не могу понять, в чем дело, потому что по внешнему виду, вот сейчас вот этот вот Хофриц, да, ну это Шлам 37, это HD34, но мне кажется, что он все-таки несколько другой. Мне он кажется все-таки более агрессивным, и он уже выходит в разряд 89-й головы. Объясню сейчас почему. Ну, автошейв. Осмо. О. Вот они преимущества безалкогольных автошейвов. Если долгими зимними вечерами вы, бреясь, разнесли себе харю точно так же, как я, вы можете смело поливаться и будете точно знать, что после нанесения автошейва у вас штаны станут сухие, орать вы не будете, и автошейв сделает свое дело. Ну и кайф, конечно, того нет. Ну, я не спорю, есть люди, которым нравится без алкоголя, и они свой кайф все равно ловят. Но для меня нет. Не то чтобы там я садомаза или что-то такое. Ну просто вот алкогольный он какой-то такой, знаете, он, ну, у него действие особое. Ой, хорошо. Так, ладно. Давайте, наверное, к нашим пирогам. Итак, крем, мыло. Удивил. Удивил чем же? Своей ненасытностью какой-то, что ли. Это серая уточка. Серая уточка, которую вот если ты прижмешь к стенке, на поверку оказывается вовсе даже и не такая уж и не серая, и не уточка. Это, знаете, как в тихом омуте черти водятся. Потому что какой-то особой такой шикардосской пены, ну вы сами видели, оно не показывает. Но тем не менее, после того, как вы вот весь этот состав наносите на лицо, у вас полностью все лицо уже готово под бритье. То есть мало того, вот вы проведете инструментом, а после того, как вы провели, там еще до хрена чего останется. То есть поле скольжения более чем великолепно. Я не случайно сказал, что эту вот штуку было бы очень интересно с клинковой попробовать, потому что ну и пены не дофига, да, и видишь где что как, и скольжение великолепное. Но при всем при том, с пеной сами видели что. То есть вот поборникам пены, кому шапку Деда Мороза подавай, категорически не советую. А которым не важно, будет шапка, не будет, а вот чтоб лишь бы вот по коже было хорошо, тогда, ребята, да. Тогда вот эта вот штука очень интересная, примите к рассмотрению. Ну, тем более Инна Капаница, она как бы Лепихин. Она не первый день замужем, то есть она как бы уже в теме, и она уже знает, что делает. То есть вот ссылочку вы увидите в описании под видео, сходите, посмотрите. Что же до... еще одна штука, это, наверное, все-таки благодаря составу, который заложен здесь, камень не помогал. То есть вот та наша уловка, которую мы используем, если мы хотим оттягивать кожу, но бреемся обычным мылом, не вот таким, то мы возюкаем пальцы о камешки. Так, сейчас я тут заткну одного товарища. И благодаря тому, что у вас на пальцах квасцы, вам легко и просто оттягивать вашу кожу. Все, вопросов нет. Здесь этот номер не прошел. Здесь как бы я не лозил в этом камне, у меня пальцы все равно скользили. Видимо, здесь какое-то противоядие против алюмокалиевых квасцов, которые не срабатывают. Так что, ребята, если решитесь вот на это, учтите, квасцы вам не помогут. Придется самому как-то вот это вот брать и оттягивать. Ну, если вы оттягиваете, конечно. Помазок. За помазок что говорить? Я к нему уже привык. Он уже свойский парень, рубаха в доску. Ну, как-то так, да. Отлично, хорошая вещь. Константину Сганза еще раз огромное спасибо за это. Ну и со временем, знаете, наверное, все-таки вот к классическим английским формам, вот этим консервативным, привыкнуть невозможно. Потому что каждый раз, когда ты на него смотришь, ну ты какие-то теплые чувства все-таки испытываешь.
Вот благодаря тому, что он именно такой. Вот такой и такого цвета, и с закосом под кость, под бивень. Интересно, интересная штука. Автошейв. То ли я его много нафигачил, то ли еще что-то. Ну да, конечно, он что-то успокоил маленько. Но блин, сколько же его тут на лице. Вот. Видели, да? Щека так оттягивается. Ну то есть, ну и липкий, конечно. Буду монтировать видео, скажу, через сколько он высохнет. Но пока что-то как-то так. Я не привык к таким. Мне надо, чтобы раз и все, минута, 2, ну 3, ну 5. Ну не больше. И все, и высохло. По запаху интересный, по свойствам. Какого-то, знаете, режима ах не включает. Но в принципе работает. В принципе нормально. И в принципе что-то делает. Вот. Бритва. Хофри для меня загадка. Я к нему хорошо отношусь, потому что, ну, все-таки, ну, это история. Это история, и это делали умные, рукастые, головастые немцы. Но Меркур 34, он никогда не был моим фаворитом. А здесь он все-таки с несколько другой агрессивностью. Возможно, он себя так с персоной показал, но все-таки он здесь мне показал вот всю ту историю, которую я чертовски не люблю, я ее ненавижу. Это R89 с любым лезвием, кроме рапиры РПО. Ставлю любое лезвие, и вот у меня вот это. Вот. Вот к бабке не ходи. Если вот увидел Иванова с таким хохотальником, это точно 100% R89 с любым лезвием, кроме рапиры. И он мне сегодня вот показал то же самое, ровно столько. Я уже даже вот так вот смотрел, может это R89 и есть с персоной. Фигня какая-то. Я понимаю, что это не должно быть. Я понимаю, что это неправильно. Я понимаю, что Хофриц это практически тот же самый Z34. Ну, в смысле, Слан 37, бла-бла-бла. Ну, вы поняли, о чем я. Ну, то есть, как-то, ну да, там есть различия, но они минимальные. Ну, чисто гипотетически это должно быть то же самое, чисто теоретически, что и Слан 37. Но нет же. Видели? Он мне 89-ю включил. В самом ее, мать его, неприглядном виде. Ну, то есть у меня сейчас вот здесь вот все горит. У меня там внутри все кричит, вы не слышите. Ну, там орет, блин, Иванов идиот. Ну, что-то типа такого. То есть я вот в затыке. И при всем при том, это не кривая бритва. Это не немцы не умели делать. Это просто вот моя щетина такая, моя рожа, мои руки, мои мозги. Потому что тот же самый Сергей Сергеевич этой бритвой выбривается до ноль. Полный BBS, и он от нее кайфует и балдеет и воркует, как голубь по весне, или когда там голуби воркуют. Ну, короче, она ему нравится. Вот, то есть, вот, обалденная штука. Я знаю людей, которые HG34 не променяют ни на что, потому что это для них самое-самое-самое, just perfect, beautiful, прелесть. Вот, ну, тот же Антон, вот, да возьмите, допустим, с форума. Ну, то есть, вот, ну, вот, а мне вот. Это еще раз говорит о том, что все мы разные. Да, можно выбриться каждым инструментом, но все-таки всего многообразия. Какие-то инструменты для вас более предпочтительны, какие-то менее. Но вот мне повезло так, что вот среднюю агрессивную группу я воспринимаю тяжело. Ну, практически вообще никак не воспринимаю. И при каждом удобном случае стараюсь от нее нахрен бежать. Ну вот сегодня видели, да? Ну вот так как-то. Но красота. Опять же, контент. Вот, видите, все сделали. На этом, а что на этом? А все на этом. Разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и что? До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Все у нас будет хорошо. Ну все, пока-пока.